В наше время тема психологии становится все более популярной, но большинство людей до сих пор верят в мифы о заболеваниях и вводят в заблуждение других. Дисклеймер. Проявление каждого заболевания индивидуально, поэтому показанные сцены отражают лишь отдельные симптомы и механизмы, а не опыт всех людей с тем или иным диагнозом. Некоторые темы в этом видео я затрагиваю, опираясь на собственный опыт. Депрессия. Самый популярный миф – депрессивный человек всегда выглядит печальным. На самом деле у заболевания есть разные формы, и многие люди с улыбающейся депрессией внешне выглядят счастливыми, успешными и активными, не демонстрируя настоящее самочувствие. У человека с депрессией ломается механизм получения удовольствия и способность адекватно реагировать на внешние стимулы. Вы начали выживание. Получили алмазы. Увидели дракона. Но не почувствовали абсолютно ничего. Состояние опустошения называется ангидонией. Некоторые симптомы депрессии – хроническая усталость, снижение продуктивности, нарушение аппетита, проблемы со сном. Деменция. Популярное заблуждение – деменция бывает только у стариков. Хотя риск увеличивается с возрастом, существуют формы заболевания, которые встречаются у людей среднего возраста. Во время деменции происходит отмирание клеток мозга. Это не просто забывчивость. Человек теряет способность выполнять привычные действия. Люди с деменцией испытывают трудности с подбором слов, проблемы с речью и письмом. Теряется способность узнавать привычные места и предметы. Иногда люди испытывают галлюцинации и бред. Со временем личность человека разрушается. ОКР. Обсессивно-компульсивное расстройство не является просто перфекционизмом. Большинство людей с ОКР осознают, что их мысли и действия иррациональны, и отчаянно хотят от них избавиться. ОКР состоит из двух компонентов. Обсессии – навязчивые мысли, образы или импульсы, вызывающие отвращение или тревогу. Например, человек мучается вопросом «закрыл ли я дверь?». Компульсия – это действие, которое человек выполняет, чтобы уменьшить тревогу. РПП. Популярное заблуждение, расстройство пищевого поведения – это только про похудение. Во время РПП человек может как и недоедать, так и переедать. Во время расстройства психика человека пытается справиться с невыносимыми чувствами через еду. Еда становится инструментом управления эмоциями. Кто-то пытается заесть боль, а кто-то наказать себя голодом. Для РПП характерна анорексия и булимия. Шизофрения. Наверное, это одно из самых неправильно понимаемых психических заболеваний. Большинство людей думают, что при шизофрении человек окружен монстрами из хорроров и представляет опасность для окружающих. На самом деле не у каждого больного шизофрении есть галлюцинации, но чаще всего люди просто слышат несуществующие звуки или видят непримечательные образы. По статистике, люди с этим диагнозом гораздо чаще становятся жертвами насилия, чем его инициаторами. Если после этого видео вы начнете хоть чуть-чуть лучше понимать людей рядом с собой, значит, оно было создано не зря.